Здравствуйте, друзья! Я сегодня хочу с вами обсудить заявление Зеленского, в котором он фактически подтвердил, что он собирается идти на второй срок на пост президента Украины. Знаете, первая мысль, которая меня после этого посещает, вот как правильно заметил Себастьянович, мне то же самое пришло в голову. А с чем он собрался идти на второй срок? Какие обещания он собрался давать? Ведь если вспомнить его обещания перед первым сроком, программы как таковой не было. Это был просто набор тупых лозунгов, рассчитанных точно на людей не самых умных. И какие-то вставочки типа «я иду, чтобы закончить войну». Давайте просто посмотрим 3 его обещания на этот счет, конкретно с датами. 19 апреля 2019 года. Зеленський. «Я йду на один термін і через 5 років буде інший президент». Я напоминаю, что выборы по плану следующие президентские в Украине должны быть проведены 31 марта 2024 года. То есть скоро должен быть інший президент. Следующее заявление датировано 12 октября 2020 года. Зеленський. Якщо не зможе закінчити війну, має прийти інша людина. Концом войны пока и не пахнет. Более того, этот человек, я сейчас об этом всем расскажу, обманывает каждый день. И вот последнее финальное заявление датировано 31 августа этого года, несколько дней назад. Зеленський. У 2024 році, якщо триватиме війна і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну. Спасибо, Владимир Александрович, ты просто осчастливил, потому что если бы не ты, мы все, наверное, бы решили сразу умирать, если бы не такой спаситель. Давайте проанализируем, как мы жили до войны. Потому что очень многие, я на стриме рассказывал, очень многие даже не осознавали, что мы к войне подошли по колено в керосине, а Путин просто бросил туда спичку. И все начали сразу говорить об этой спичке. Путин просто дождался самую слабую Украину в истории и самую слабую Америку в новой истории. Он этого дождался. Так теперь давайте проанализируем. Он пришел с рейтингом 73%. И я сделал такую глупость. Я проголосовал не за Зеленского, я голосовал против Порошенко. Более того, я не голосовал за Порошенко, когда все кричали, что он однотуровый во времена аннексии Крыма и АТО. Сейчас я проголосовал против Порошенко. И я, честно вам признаюсь, не думал, что даже 10% возможно от того, чего лично я ощутил после прихода Зеленского в негативном контексте. Я сейчас нахожусь не в Украине вынужденно. И уже в общем, что случится с моей страной. И этот человек себя строит какую-то целую мессию, и люди в это верят. Так вот, он пришел с рейтингом 73%, после чего его рейтинг стал стремительно падать. Он привел команду своих людей, преимущественно 95-й квартал. Все строилось по принципу не профессионализма, а по принципу свой-чужой. Он привел всех тех, кого ненавидит вся страна. Один из таких резников был отправлен то ли в отставку, как бы насильную, принудительную, то ли добровольную. Ничего не поймешь. Ну так, кое-откуда доносится, что на самом деле это было требование США, потому что скоро встреча с Байденом, и Зеленский не может, вернее, Байден не может с ним встречаться в контексте вот этих постоянных зашкваров Резникова. Но даже сейчас находятся люди, которые, это все делали там внутри Министерства обороны, министр об этом не знал. Это очень напоминает те разговоры, когда говорят, Зеленский просто не успевает везде, он совсем не справляется, это все там плохие бояре, а царь хороший просто не успевает. Вы видите в этом некую последовательность? Я никогда от адекватного человека ничего хорошего не слышал про Ермака. Гетманцева ненавидят все бизнесмены и вообще вся страна. То же самое с этим министром Марченко. С этого Резника уже мемов нарезали, уже все антикоррупционные журналисты Украины им занимались. И этот список можно очень долго и долго продолжать. Это Шурма и все такое прочее. Какой кабинет министров вообще в Украине? Посмотрите на эту фракцию президента «Слуга народа», какой там зашквар, этот сброд. Этот Коля Тищенко, который себя позорит, и этого Зеленского уже, я не знаю просто, куда они вообще смотрят, это же им в первую очередь вредит. Даже если вы умышленные вредители, это вам вредит, и вы это допускаете. Но дело сейчас не в этом. Рейтинг катился в ноль. Перед войной рейтинг Зеленского спустился 20% или 19%. С 73 до 19-20. Потом пришла война, Запад помог, все пошло вверх. Зеленского, я вам подчеркиваю эту мысль, вдумайтесь в это и проанализируйте. Зеленского спасла политически война. Во время своего президентства он всегда руководствовался исключительно политическими мотивами. Тот человек, который будет заходить на один срок, или даже если он скажет, я захожу на 2 срока, а потом вообще ухожу из политики, и такой сценарий возможен в будущем, кто-то такое заявит. Такое делается для того, чтобы не думать о политическом рейтинге. А он пришел, заявил, я буду на один срок, и дальнейшее каждое действие
собиралась команда, и вот это вот здесь мы процент потеряем, а здесь мы 2 получим. И эти действия привели к тому, что страна оказалась настолько ослаблена и неподготовлена, что началась война. Я сейчас вижу поразительную картину, когда люди, которые находятся за рубежом, 99% из них именно находятся за рубежом по причине войны. Не по таким причинам, как у меня, по причинам войны. Более того, очень высокий процент, 20-30% из этих людей, это люди, которые жили в прифронтовых зонах, например, Мариуполь, например, Харьков, потеряли все. Кто-то с Чернигова, это тоже можно назвать прифронтовой зоной, потеряли все, разбомбили жилье. И они довольные сейчас прыгают и рассказывают за границей, в Америке, в Польше, в Германии, в Норвегии, в Канаде: Зеленский, Зеленский лучший. Вы поняли, что вы из-за Путина и из-за Зеленского потеряли свое жилье? Вы это вообще поняли? Или вы думаете, что Зеленский все делал правильно, вы лишились жилья? Нет. Вас не защитило государство. Не защитило это полбеды. Оно вас даже не предупредило. Более того, оно вообще ничего для вас не сделало. Ни для вашей эвакуации дальнейшей, ни для вашего нормального прохождения границы, ничего. А в случае с мужчинами вообще закрыл границу, поставил железный занавес. Я подвожу вас к тому, что у Зеленского присутствуют все признаки тирана, диктатора. И на самом деле Украина скатывается в такой же тоталитарный режим, может быть пока в лайт-режиме, который существует у Путина. И эта моя неделя во многом будет посвящена, в плане видео и контента, во многом будет посвящена именно русскому миру, что это на самом деле такое. И слово «русский мир» в этом совершенно не означает, что это может быть только в России. Русский мир – это термин, за которым находится целый набор составляющих. И уже очень много из этих составляющих, практически все, сейчас применимы к Украине Зеленского. Когда он рассказывает вот эти вот вещи, что еще 5 лет возможна война, еще 10 лет возможна война, мне сразу на ум приходит: посмотрите, на каком поезде ездит Зеленский. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні увесь день з нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. Ну, конечно, когда ты в таком поезде, можно и 5 лет воевать, и 10 лет воевать. Я вот тоже на стриме рассказывал, по моим данным, люди, которые именно возросли, выросли финансово во время войны, массово скупают в Киеве, не где-нибудь, я думаю везде, но в Киеве просто, я общаюсь с теми, кто в Киеве, жилье, новые машины. До войны этих людей никто не знал. Это чиновники и вот непонятно откуда взявшиеся люди. Вот кто зарабатывает на войне, вот кому выгодна война еще 5-10 лет. Но у меня война ассоциируется исключительно с оторванными руками, ногами, без глаз люди. Ну и вы все видите эти тысячи флагов на кладбищах. Уже на многих кладбищах просто места не хватает, где хоронить. Знаете, почему Зеленский, великий демократ, держит в тайне количество реальное погибших и раненых? И не только военных, а и гражданских. Потому что если вы узнаете реально эти цифры, то вы завтра забудете про такие вещи, как громкие лозунги, что мы без Крыма, без Донбасса жить больше не сможем, и кроме границ 91 года мы больше ничего не знаем. Да. И много-много чего, помимо количества реального жертв и раненых, держится в секрете. Фактически каждое свое выступление Зеленский врет. Если вы возьмете его интервью с Мосейчук, и без меня сами его сядете посмотрите, во-первых, вам будет тяжело, вам придется очень вдумываться, он ничего не говорит, он вообще ничего не обещает. А там, где он пытается обещать, как про инвесторов западных, и когда Мосейчук спрашивает: так а причина, почему он не будет делать инвестиции? У нас хороший народ, то это значит, что он считает вас за каких-то придурков, не за людей разумных. Я не представляю даже Байдена, которого я не люблю, или какого-нибудь Макрона, или какого-нибудь Трюдо, которые будут рассказывать в таком стиле басни. У них много минусов, но они общаются с нацией, как взрослыми людьми. Это происходит редко, и это происходит по существу. И это происходит очень сильно информативно. Зеленский вообще не подпускает себе журналистов, ему создали теплую ванну, максимальный его уровень — это Наталья Мосейчук. Эти заранее заготовленные вопросы, заранее заготовленные ответы, а потом он выдает, что я иду на 2-й срок. Вы даже посмотрите, как он про выборы говорит. Нужны или не нужны, Запад дай денег, потом Подоляк говорит: дайте мне патриоты, чтобы я обеспечил безопасность на выборах.
Еще дальше будут они говорить много-много условий. А теперь те, кто считают, те, кто не любит Зеленского, те, кто считают, что да, он все равно выиграет. Я хочу вам сказать, если бы они были уверены в победе, они бы сами, им было бы выгодно сказать, что давайте проведем выборы, мы такие великие демократы, если он знает, что он сегодня очень уверенно победит. Они Коломойского сейчас взяли в прессинг, я сделаю об этом видео, там тоже много очень интересной информации. Они взяли его в оборот, потому что Коломойский очень много знает и очень сильно их может скомпрометировать. И они опередили НАБУ, чтобы просто максимально на него оказывать давление. У Зеленского много компромата на своих политических оппонентов. Но на Зеленского также есть много компромата и на всю эту команду. И они действуют так, как действовал, например, Кучма. У них есть Татаров, у них вся судебная система в руках, уже политических иммигрантов целая плеяда. Вот что натворил этот великий демократ. А сейчас я вставлю вам момент из стрима. Очень прошу вас внимательно дослушать до конца. Я вам просто сейчас по фактам докажу, что Украина скатывается в тоталитарный режим. Послушайте, пожалуйста. Первое. Политическая цензура и пропаганда в СМИ. Есть политическая цензура? Да. Пропаганда в СМИ есть, просто бешеная пропаганда. Почти догоняем Соловьева, а в некоторых моментах действуем отвратительнее Соловьева. Второе, хотя это уже казалось невозможным. Второе. Культ личности и вождизм. Есть культ личности? Да. Владимир Александрович лучший, памятник. Короче, будем за него тут не знаю, что делать. Ну, правда или нет? Да. Вождизм есть? Да. Как там говорил Резников? Мой президент. Третье. Единственная общеобязательная государственная идеология. Да. Граница 91 года или ты русский агент? А есть их чем забирать? Нет. Подходит? Да. Это уже 3 пункта. Четвертое. Отсутствие реальных прав и свобод граждан. Работу ТЦК все видели? Есть какие-то права? Работу полицейского видели? Четвертое подходит. Пятое. Сращивание государственного и партийного аппарата. Ну, кто не слуга народа, тот против нас. Коля Тищенко издевается, плевал на всех. Ермак – выдуманная позиция, несуществующая вообще какая-то. Человек допущен к гостайне. Так это произошло это сращивание? Да, произошло. 5 пунктов с 10 уже сошлось. Шестое. Изоляция от внешнего мира, железный занавес. Мужчины невыездные по гендерному признаку. Правда или неправда? Арахамия угрожает депортировать с других стран и отправить на фронт. Подоляк говорит, валите отсюда, хотя это невозможно, покупайте справки. Это не называется изоляция от внешнего мира, это изоляция от внешнего мира. 6 с 10 сошлось. Седьмое. Преследование инакомыслия, создание в общественном сознании образа врага народа, внутреннего и внешнего. Но внешний враг у нас действительно есть, тут без вопросов. А вот травля меня, Гордона, Холоденко, сейчас Арестовича будут. Это не то же самое преследование, а? Ну, может, Арестович в какой-то степени заслужил, потому что он сам таким занимался, когда на них работал. Привет с Березняків, Березнякам теж привет. Вот я в политической эмиграции, а Коля Тищенко зарабатывает миллионы долларов. Хрен знает на чем. Понимаете? Но я был в Киеве во время войны и много чего сделал. А Коля Тищенко на Закарпатье кофеек пил, прятался. Итого 7 пунктов с 10 сошлось. Дальше идем. 8. Жесткая централизация государственного управления, разжигание социальной и национальной розни, развязывание террора по отношению к собственному народу. Ну что? 8 сходится. 9. Командно-административная экономика, отсутствие частной собственности и экономических свобод. Все сходится или нет? Никаких экономических свобод. Деньги за границу отправить не можете. НДС накладные блокируются. Финмониторинг уничтожает просто-напросто все, что угодно. Нацбанк клепает бабки, зарабатывают только банкиры, ничего не кредитуется. Государственный сектор растет. Банковский сектор, уже большая часть его государственная, а не частная. Подходит? Подходит. Итого 9. Последний 10 пункт. Политический монополизм, подавление региональной самостоятельности и упразднение местного самоуправления. От этого я признаю, они пока воздержались, хотя местное самоуправление сошло с ума, и такие же хапуги, как и центральная власть, еще даже и хуже, как показывает опыт и практика. Они там теннисные корты по 10 миллионов долларов, по 8 строят, стадионы, больные люди на голову, бессовестные. И это и есть, они вот как раз враги народа. Политический монополизм, правда, присутствует, поэтому так, 9,5 из 10 будем считать.
Так я не прав? Кто ИПСОшник? Я прошу вас написать в комментариях, согласны вы с чем-то, с чем вы не согласны по этому списку и вообще по видео. Если вы новый человек, подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик. Я гарантирую, что информация, которую я вам транслирую, она очень важна. Продолжая тему Зеленского и его вот этого вот похода на второй срок, я хочу еще раз вернуться к теме, что он может предложить. Так вот, я утверждаю, кроме нового набора лозунгов, только единственное, сейчас это должно быть более такое как бы яркое. Сейчас нужны яркие заявления, такая ложь, чтобы точно вы клюнули. Из разряда триллион ВВП. С Марченко и с Гетманцева. С политикой Марченко и Гетманцева вам будут обещать триллион ВВП. И, конечно же, все цели и задачи будут ставиться в длинную. Через 10 лет. Главное добыть срок и выберите меня на следующий. Именно так всегда действуют те, кто в Украине. Ну, Янукович свой срок первый даже не досидел. Те, кто сидели первый срок, они всегда в длинную. Только выберите меня, и будет вам счастье. Независимо от того, симпатик вы Зеленского, или вы его презираете, сядьте на листочке себе напишите. Напишите, что Зеленский сделал за 4 года своей каденции. Плюсы и минусы. Только честно. И вы увидите, что там будут одни минусы, плюсов там не будет никаких. Даже Порошенко в этом списке может записать себе 2-3 серьезных плюса на самом деле. С Зеленским просто-напросто такого нет. Более того, мы скатились к войне. Я могу вам сказать, можно быть суперамбициозным, холериком, кем угодно, суперуверенным в себе. Но когда ты президент, когда ты лидер нации, ты должен сделать все в этой жизни, лишь бы не довести до войны. А он начал меряться половым органом с Путиным. Он строил дороги, он занимался великим крадівництвом. И в итоге пришла война. И даже когда уже все ему кричали, что будет война, он не вооружил население, он никого не эвакуировал, он не сделал ничего. Следующая характерная черта, на которую я хочу обратить ваше внимание, всегда, когда ему, не знаю, каким-то чудом эти журналисты и недожурналисты пытаются задавать вопросы о том, что он мог сделать и не сделал, ну типа, почему вы вот приняли решение не признаваться, что будет война, не эвакуировать людей? И он не говорит, вы знаете, это была ошибка, я извиняюсь перед всеми. Он говорит, ну если бы я эвакуировал, началась бы паника, экономика бы была разрушена. Так я хочу спросить, вообще Зеленский был 24-25 числа в Украине? Он видел, что происходило после того, как Путин начал бомбить Украину? Но сейчас меня будут смотреть десятки, сотни тысяч людей. Напишите в комментариях, что вы делали, что вы чувствовали. Я вокруг себя видел только панику. Люди, которые 24-25 выезжали из Украины, что рассказывали, это с какого-то очень страшного фильма кадры. Это не реальная жизнь в центре Европы. Это не страна при реальном президенте. Это про Сирию можно было такое рассказывать, но не про Украину. Но, к сожалению, это про Украину. Во многом про отношение украинцев к украинцам. Это самое отвратительное для меня вообще, кто так относится и кто призывает украинцев к раздраю. Но именно это и было. Честно, давайте себе просто признаемся. Поэтому Зеленский хорош только на словах. Но когда взять какие-то действия, ничего не произошло. И даже сейчас, во время войны, каждый день только какие-то плохие новости. Они до чего додумались? По списку болезней, страшным болезней, отправлять сейчас людей мобилизировать, отправлять на войну. ВИЧ, гепатиты, психические болезни, психические расстройства. Я хочу спросить, вы с ума сошли? Представьте себя на место воина, которому вот рядом он воюет с человеком, у которого туберкулез. А если этого туберкулезника ранят, ты на поле боя будешь делать выбор, пытаться спасти товарищу жизнь, соотечественнику, и тронуть его кровь с туберкулезом или с каким-то гепатитом, или бросить его на этой почве. Или как воевать человеку с психическими какими-то заболеваниями, с паническими атаками. Вы представляете вообще, о чем идет речь? Скажите, пожалуйста, это гуманно, это нормально? А то, что Минобразование будет решать, нужно вам второе образование или нет, после 30 лет, или вы хотите откосить от армии таким образом. То есть будет сидеть дядя и думать, вот тебе нужно второе образование, а вот тебе не нужно второе образование. Вот эти листовки, которые по интернету гуляют, я в руках не держал, не могу сказать, правда это или неправда, но как-то очень массовый характер. Напишите, может кто-то их видел вживую, что образование не спасет страну, а вот служба в ЗСУ спасет. Я не призываю косить от службы, но мобилизация должна быть совершенно другой. Я не верю в то, что человек, который не мотивирован или который тем более недоволен, мягко говоря, государством, может чем-то помочь на фронте. Я понимаю, что у многих другое мнение, я свое высказываю. Я думаю, человек, который
которого государство это любило, что-то ему дало, в лучшем случае не мешало, его не надо брать под руки. А на сегодняшний день ТЦК в постель людям залазит, чтобы их мобилизировать. По селам уже есть села, где вообще мужчин не осталось. Просто нет мужчин, они все погибли. Они все погибли. И Зеленский рассказывает, что мы еще можем остаться одни без партнеров, тем самым готовя нас, что, естественно, в Америке победит скоро, через год, кандидат от республиканской партии. С вероятностью 99% это будет Трамп, чуть-чуть меньше вероятность, что это будет Рамасвами. Я подробно вам расскажу про всех главных кандидатов, их всего лишь 2. Может, он без Америки вообще собрался воевать? То есть этот человек абсолютно реально не оценивает ситуацию. И я еще раз говорю, я осознаю, что если он сейчас скажет какие-то, будем так говорить, непопулярные у половины минимум населения вещи, типа надо переговоры, надо сохранить территории и дальше думать, как вернуть Донбасс и Крым экономическим, политическим путем. Я бы сказал ему, ты красавец, ты думаешь о жизни людей, и для тебя главный актив государства и страны – мозги и человеческая жизнь, а не кусочек земли. Но нет. Он говорит политические вещи и действует так, чтобы только Тимошенко и Порошенко из-за кустов не выпрыгнули, не начали его в чем-то обвинять. Что смотрите, сдае краину. Они именно так и будут действовать. Я понимаю, что это ужасно. Но если тебе не нужен рейтинг, если тебе нужна страна, и войти в историю хоть как-то нормальным человеком, нормальным президентом, хотя это уже будет очень тяжело, он уже вляпался в историю, и позже вы все это сами поймете через пару лет. Нет, он идет по пути чистого популизма, он идет на поводу, и он просто сражается за свой рейтинг. Видимо, так понравилось во власти. Вообще, знаете, я всегда считал, я никогда и продолжаю не верить, что власть портит человека. Ну, если это не 20 лет, как Путин или Лукашенко сидят. Или там деньги портят человека. Деньги и власть раскрывают в тебе худшее или лучшее качество. То есть, если ты был говно, то власть и деньги тебе позволят быть еще большим говном. Если ты великий, то ты великие дела будешь с этим делать. Но я согласен, что очень долго у власти, там больше 8 лет в политике, реально, наверное, могут уже психику ломать, что мы видим по некоторым этим диктаторам. В случае с Зеленским, он пытается разговаривать на каком-то полублатном языке, в нем какие-то вот эти вот комплексы заграют, он хочет себя пацана построить. Я вообще не понимаю, мерятся этими органами. Ты лидер нации, думайте о государстве, о жизнях людей и о том, что будет дальше, о будущем немножко расскажите. И всегда все пеняют на людей, вот украинцы не такие, всякие, перетакие, и вообще давайте что-то делать, призывают к чему-то, сами не понимают к чему. А президент хоть раз вообще, вдумайтесь, фанатики Зеленского, он обратился хоть раз сейчас, он каждый день делает вечернее выступление, он хоть раз сказал, люди, не ссорьтесь, ни по поводу языка, ни по поводу политики, ни по поводу отношения друг к другу. Те, кто за границей, расслабьтесь. Вы приняли решение, мы вас не будем. Нет, они натравливают даже на то, чтобы женщин прессинговали, их помойки медийные, которые выехали. Уже обвиняют, что из-за вас семьи рушатся. Да, кстати, я вот у Комаровского услышал, около 4 миллионов украинских семей уже распалось или распадется в ближайшем будущем. Вдумайтесь в эту цифру. Сюда добавить, сколько погибло. Вы вообще понимаете последствия этого всего? Я думаю, многие просто не понимают. Они слепо одели очки и верят этому актеру. Перед вами актер, который играет роль президента. Это нереальная фигура. Нереальная фигура. Ладно, это в принципе все, что я хотел сказать. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, лайк, колокольчик и спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.